Приветствую всех на своем канале, с вами Татьяна. Сегодняшнее видео вдогонку к предыдущей работе. Буду шить банную шапочку. У меня есть вот такая войлочная шапочка. Я ее сложила и обвела по бумаге. И вот у меня получилась такая выкройка. Я указала здесь размеры по высоте 25 сантиметров. Вот это центральная точка. И здесь средняя линия 14 сантиметров. У меня будут 4 клинышка, и 14 умножить на 4 получится 56. Это будет размер шапочки. В самой широкой части 20 сантиметров от средней линии проводим плавную вогнутую линию. И по низу вот такую тоже плавную выгнутую линию. И вот от этой линии до самой высокой части здесь 3 сантиметра. Ничего сложного нет, все понятно. Не у каждого дома найдется такая шапочка, но у всех дома есть утюг. И посмотрите, платформа утюга идеально подходит для этой цели. Достаточно обвести подошву утюга и прибавить до нужного размера, сколько надо. Шить буду из утепленных джинсов. Они хорошо подойдут для шапочки. Можно шить и из драпа от старого пальто. Таких клиньев у меня 4. И еще из мелких джинсовых кусочков я нарезала вот такие полоски. Здесь у меня самые коротенькие, средние и длинные. Я буду их нашивать вот на эти клинья. Можно их нашивать и в таком виде, вот как после нарезки. Как нарезали, так и нашивать. А потом их растрепать, расчесать, потереть щеткой, постирать. Я решила пойти немного по-другому, немного посидеть и создать бахрому вот таким образом. Да, это кропотливо, но когда есть время, можно посидеть вечер перед телевизором. И вот таким образом, вытергивая ниточки, у меня здесь в основном полоски по горизонтали нарезанные и по вертикали. Интереснее получается бахрома, если она вырезана по косой. Тогда вот эта вот бахрома получается более густой, потому что здесь будут участвовать обе нити, и долевая, и горизонтальная. Быстрее всего получается из длинных полосок, когда вытягиваешь длинные нити, сразу по 2, по 3. Вот таким образом. Нашивать полоски на деталь я начинаю с середины. После того, как пришила, начинаю прикладывать следующие. Сначала с одной стороны, затем вторую половину. И у меня получается вот такая деталь. Ну, а после стирки это будет выглядеть вот так. Вот так вот кучеряво. Это у меня такая заготовочка, я ее давно сделала. Куда применить, пока еще не думала. Можно украсить 2 клина вот таким образом, а 2 клина оставить какие есть и соединить детали между собой, чередуя. Но для себя я решила, что поработаю со всеми клиньями. И вот банная шапочка готова. Клинья я соединила швами наружу. Нижний край никак не обрабатывала, я только лишь подровняла его. И получился вот такой колокольчик. К макушке пришила вот такую петельку. Шапочка задумывалась как мужской вариант, но получилось так мило, что я решила подарить ее себе. Есть еще вариант пришить листочек. Я вот вырезала такой
березовый листочек. Ну и тормознулась, пришивать или не пришивать. Зеленый он теряется как будто бы. А вот так, светлой стороной, лучше выделяется. И мне интересно ваше мнение. Пришить его можно в любое время. И еще такой совет: не делать припуски на швы, потому что шапочка имеет вот такое расширение, и это дает свободу для размера. То есть по той выкройке, что я вам дала, можно сшить на любую голову, на любой размер. И мне интересно ваше мнение. Я жду ваших комментариев. Ну и, как всегда, прошу вас поделиться с друзьями в других соцсетях. А также подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. И я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи!